Здравствуйте, приветствую вас на канале. Итак, максимальный позитив в МХАТу. Давайте мы посмотрим обзорчик криптовалют и, конечно же, заглянем за ширму секретной информации. Что там творится? У нас секретная информация и секретные графики, еще которые были созданы при Второй мировой войне. Итак, ну что, биточек у нас 1,7%, BNB 1,7%, эфириум 1,2%. Минус, конечно же. Тут у нас, в принципе, скоро 7 число. Это будет буквально послезавтра. И может быть такое, что это будет триггер. Триггер для дальнейшего роста. Потому как у нас будет заседание ФРС. У нас будет там обновление эфириума, мало ли, может это будет как раз тот самый триггер роста. И как раз до этого триггера нам нужно сделать коррекцию. Итак, биток 1,7, вижу здесь монетка Квант. Где-то там она, вот у нас тут монетка Квант. Я за нее писал, посмотрим, понаблюдаем. Итак, на дневке у нас за битком, конечно же, и вся альта посыпалась. Ну, там до 10% коррекции есть у нас. Притока капитала особо никакого нету. 2 триллиона 930 миллиардов. По доминациям у нас здесь ничего не меняется. Доминация биткоина на хаях практически 65%. Доминация эфириума перестала падать. Мы видим, здесь уже продолжительный период времени идет боковик. Буквально с апреля месяца уже начинает боковить. И может быть такое, что здесь будет разворот по эфириуму. Также, что касательно самого биткоина, мы видим то, что второй квартал у нас 14,54%. Эфириум продолжает у нас отставать за битком. Отставание эфириума за битком я писал видос и закину его чуть-чуть попозже. Чуть попозже, там интересные моменты есть. И что мы видим? Май месяц плюс 0,41% по биткоину. Также мы с вами разбирали биток, говорили и рассматривали, и, конечно же, ну как говорили, я говорил, а вы слушали. Рассматривали то, что здесь у нас формируется золотой крест. И вот он уже практически у нас здесь полностью сформирован. Нам еще нужно пересечение одной скользяшки, 7-й, вот быстрой скользяшки. Она у нас сюда должна шлепнуться, и будет здесь у нас сформирован золотой крест. Также у нас есть интересное высказывание в комментариях. Все комментарии я читаю. Здесь есть у нас боты, осторожно, кликбейт. Вот у нас тоже боты. Мы им оставим негативный комментарий. Так, на золотом кресте обычно пролив. Как и был памп на кресте смерти. Ну, тогда был на кресте смерти не памп, а тогда тоже был дамп. И если мы посмотрим крест смерти, вот у нас крест смерти, у нас здесь как раз происходит дамп, боковое движение обновления лоя и вверх. Вот так, в принципе. Крест смерти у нас был и летом тоже. У нас был здесь тоже летом крест смерти. Вот он. И тоже у нас пролив и боковик, выход вверх. Вот у нас, в принципе, и золотой крест сейчас здесь у нас формируется. На золотом кресте зачастую у нас есть коррекция. Так. Понедельник, вторник, скорее всего, будет пролив. Я уже подозреваю, что автор или работает на кого-то, или очень тупит. Ну, блин, я не знаю. Может, тебе видно, что я туплю, может быть такое, что я и работаю. Так, я, в принципе, никого не баню, мне по барабану. Туплю я или не туплю, но мы видим уже пролив. Так, сегодня надо начать немного процентов на 10. Ну, на 10% я не знаю, дадут ли или нет, но мы видим, уже есть коррекция. Есть коррекция, и даже если мы посмотрим на часе, уже есть пролив. Был удар у нас по стакану. Сейчас уже у нас здесь проливчик такой вот образовался. Буквально в 22:00. Я думаю, не просто так ударили по стакану. Будут они, конечно же, друзья, давить это все дело по стакану. И, наверное, на этой недельке у нас будет коррекция.
Так, что мы видим? На часе у нас здесь продажи, но интересный момент. На недельке на MACD мы видим то, что у нас уже здесь пошли покупки. У нас здесь пошли покупки, мы видим 5 недель покупок, розовые свечи, скоро у нас будет здесь пересечение на MACD и появятся зеленые свечи, как это было вот здесь, вот, октябрь 2024 года. Вот. Я думаю, что это будет уже последняя волна роста по биткоину, и на этом у нас уже все закончится. Дальше начнется медвежий рынок. Рыпаться уже в крипту не будет смысла, разве что только искать какие-то хорошие точки входа для шортов. Вот что. Итак, на недельке MACD неплохо выглядит, нужно набраться терпения. Уже идут у нас здесь покупки. Я думаю, что биточек у нас в скором будущем развернут. И все у нас будет очень хорошо. Также объемы. Да, объемы тут, ну, по объемам тоже видно то, что идут объемы только на покупку. 4 свечи объемов идет на покупку. В принципе, вот так вот. И по поводу недельки. Мы уже, в принципе, будем формировать этот все-таки золотой крест. Вот у нас будет скоро, по всей видимости, здесь сформирован. Осталось здесь буквально немного. Аналогичная ситуация у нас была и вот здесь. Вот здесь вот. Также после формирования этого креста у нас был здесь небольшой, такой вот небольшая красная свеча, типа молот, но она была вообще маленькая. Здесь у нас может быть аналогичная ситуация по биткоину. И если у нас будет сформирован этот все-таки уже полноценный золотой крест, то тогда мы увидим еще одну волну роста по битку. И она нам как раз нужна, эта волна роста по биткоину, потому как роста эфириума без роста битка, но никак не может быть. А эфир будет расти, потому как у нас лонги продолжают набираться. Вчера я пристально следил, конечно же, за данным графиком, секретная информация тут у нас. И смотрю, уже все, приостановили набор лонгов, буквально полдня, смотрите, полдня на часовике у нас здесь все остановилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. 7 часов. 7 часов не было никаких лонгов набранных. Я думаю, ну все, наверное, все-таки вершина у нас поставлена. Но не тут-то было. Не тут-то было, и буквально я включаю фильмец Чужие я посмотрел уже, смотрю фильм «Чужие», вторая часть из линейки «Чужих», и у нас здесь пробой, зеленая свеча, думаю, ну все, блин, опять у нас там какие-то биржи открылись, выходные были, они здесь поставили все это дело на паузу, и дальше поперли набор лонгов. По всей видимости, вершина еще не поставлена. На дневке опять же у нас все тут зазеленело и растет. Но чем выше мы растем, тем более будут качать эфириум. Потому как если посмотреть на недельке, то мы прекрасно знаем, что очень сильный рост альткоинов был у нас в марте. Вот у нас декабрь 23 года и май 24 года. Здесь был сильный рост альткоинов. И набор лонгов здесь был небольшой. Но огромный набор лонгов у нас был в ноябре 2024 года. Ну, альта тогда не очень сильный показала рост. Мы прекрасно это знаем у себя по портфелю. Если мы посмотрим на свой портфель, то там был небольшой движ, конечно же, на портфеле. То если мы здесь тоже будем не очень таки набирать эти лонги, но движ, я не знаю, какой у нас должен тогда получиться. Если у нас здесь идет набор лонгов на увеличение, а портфель у нас не особо так сильно реагирует по альткоинам, то понятно, что здесь, наверное, тогда альтсезон будет не очень большой. В принципе. Я думаю, что в этом цикле, наверное, у нас набор лонгов сделает пробой 2017 года.
вот это вот, 2017 года, мы его все-таки сделаем, этот пробой, и мы уйдем на перехай. Как у нас, конечно же, и доминация биткоина ушла на перехай. И многие говорят то, что, я думаю, что вы уже неоднократно видели видео, то, что у манипулятора нет времени и уже все, он должен запускать альт-сезон, но криптоэнтузиасты, у манипулятора время есть, это у нас нету времени. Это наши хотелки такие, что мы хотим увидеть рост, конечно же, альткоина. Вот были старички, у меня они есть, эти старички в телеграм-канале, там в телеграм-чате все собрались. Они говорят то, что типа должен был быть рост, вернее говорили у нас в апреле 2025 года. Апрель нужно было бы покидать рынок. Это у нас получается последняя неделя апреля. Но не тут-то было. Крупный игрок уже так затянул, что мы уже видим уже первая неделя мая, а рынок даже и не растет. Вот что. И это просто-напросто наши хотелки. Мы хотим, чтобы рынок рос очень быстро, но этого у нас не получится никак. Наши хотелки на этом рынке не работают. У манипулятора, конечно же, есть время, есть. А у нас нету. Это у нас самый драгоценный ресурс. Это время. И у нас его нету. А у манипулятора есть время. Это кровопийцы такие, что они питаются кровью и им все по барабану. Вот что. Притом они могут омолодить себя в очень хороших больничках. Не так, как мы выпаливаем полностью свои ресурсы и сжигаем. Особенно в нервах. Все это у нас сжигается. Итак, ну что, мы видим неделька. Сегодня у нас понедельник. Зеленая неделька здесь началась обратно. И может быть такое, что здесь уже будет все-таки формироваться скоро эта вершина. Потому как закругление у нас есть, присутствует. Как это было, допустим, даже вот взять ноябрь 24 года. И вот взять, допустим, май 25 года. Здесь у нас присутствует закругление. И если есть закругление, значит у нас здесь все это дело затихает. В принципе, вот что касательно набора лонгов относительно эфир, относительно биткоина. И также интересный важный момент. Давайте мы посмотрим на доминацию биткоина. Биточек наш, конечно же, ну это просто трэш. Был ли здесь поставлен пик? Тоже никто не знает. Вчера у нас буквально доминация биткоина доходила до 64.98%. 64.98%. Давайте мы это все дело отметим. Вот, у нас был здесь пик. Был ли здесь пик? Это я у вас спрашиваю. Пишите, что вы думаете, поставили ли здесь пик. И здесь интересный момент. Давайте-ка мы хэш-риббон, конечно же, скрутим. Он нам не нужен. Хэш-риббон в основном используется на биткоине. Ну, не на доминации биткоина. На других графиках показывает шум. Мы здесь видим интересный момент. Что мы посмотрим на недельке? Мы пробиваем здесь вот. У нас был дивер медвежий, но сейчас пока что нету. Но может быть такое, что дивер у нас отработает все-таки, потому как у нас октябрь 23 года, вот здесь вот мы видим, еще присутствует, конечно же, дивергенция. Но трендовая линия пробита. Также мы можем включить месячный график и посмотреть, что за всю историю графика доминации биткоина RSI очень сильно, конечно же, запампился. Очень сильно запампился. И просто улетел куда-то, ну, в небытие. За всю историю мы видим, как только начал свое существование данный график, буквально с 2014 года, RSI по доминации биткоина, хоть у нас здесь и доминация битка была на высоте 98%, у нас был RSI, ну, вот здесь, вот в диапазоне 50%. И мы видим то, что здесь у нас формируется сильнейший медвежий дивер. Медвежья дивергенция у нас формируется. Во-первых, RSI здесь был на маленьких значениях, доминация была на максимальных. Потом у нас 19-21 год RSI приподнялся на 60 пунктов.
доминация биткоина уже падала у нас в диапазон 72 пункта. И сейчас у нас сила, просто огромная сила идет. Мы уже толкаемся в диапазон 73, ну примерно 80 пунктов. 80 еще мы не достигли, но 73 это точно достигли. А доминация биткоина опять же ниже, чем в 2020 году. Ну и находится в диапазоне практически 65%. При этом альта просто умирает. Здесь у нас формируется сильнейшая медвежья дивергенция, конечно же. Высасывание сильнейшее идет с альты, но доминация уже находится не как было, допустим, у нас в 2015 году. Вот. Я думаю, что все-таки у нас будет движение, это нисходящее движение по доминации битка. Тут у нас на данный момент уже идет вопрос о том, будет ли это движение. Уже не говорится о том, что мы действительно будем падать там в диапазон 20%, как многие блогеры вещают, говорят. Рафаэль Слез тоже опять же начинает твердить эту чухню, то, что доминация битка упадет на 20%. Ну, это просто какой-то бред сивой кобылы. Мы даже не видим падения такого, как было у нас буквально в ноябре 2024 года, а они уже вещают то, что мы шлепнемся в диапазон 20%. А это смотрите, куда мы будем падать. Ну, вот сюда вот, да. Вы в это верите? Вы верите в то, что у нас доминация биткоина сюда вот упадет? Пишите. Пишите свое мнение, чтобы было видно, что у меня на канале живые обзорщики. Живые обзорщики смотрят мое видео, чтобы я понимал, что у меня не боты в основном. Вот. Будет ли такое падение? Ну, я просто не знаю. Ну это просто... Ну, я думаю, что мы, если даже и будем падать, нам хотя бы сюда вот упасть в диапазон 40%. В принципе, вот так вот. Ну, это просто смех. Это смех, если мы шлепнемся сюда. Вот это мы сюда вот пробьем, ну, да навряд ли мы сюда даже вообще пробьем. Нам хотя бы упасть бы на 40%, мы бы уже увидели хорошее движение по альткоинам. Видно то, что крупный игрок просто-напросто не хочет давать хорошую цену альткоинам и не хочет давать маленькую цену по биткоину. Удерживает максимально, переливает из скам альткоинов в биток и все. Говорит о том, что биток это цифровое золото, а все остальное ржавые болты. Вот так вот. Ну что, посмотрим, будет ли у нас здесь коррекция. Я думаю, что если и будет коррекция, мы будем тестить 89к баксов за биточек. Вот мы поставим здесь зеленую. Все-таки у нас здесь и остается актуальным напряженная ситуация, потому как здесь все-таки может быть сформирован отскок дохлой кошки. Я думаю, что сейчас, если и будет у нас здесь небольшая коррекция по биткоину в рамках вот этого вот блока, вот так вот, в принципе, мы можем его отметить. Мы пойдем тестить вот эту вот вершинку, которая была сформирована 24 марта. Вот так вот мы ее пойдем, по всей видимости, тестить. И здесь на вот этом вот движении даже может быть такое, что мы и не пойдем на коррекцию. Если мы даже сюда и не пойдем на эту коррекцию, это все равно будет намного лучше для нас, потому как альткоины не будут сильно так реагировать. То я думаю, что здесь в этом вот участке времени многие блогеры здесь переобуются и начнут кричать, что у нас здесь отскок дохлой кошки, дальше падаем на медвежку. В принципе, вот так вот. Но я думаю, что здесь у нас не будет медвежки. Все-таки у нас есть надежда, то, что биток вырвется и уйдет сюда вот вверх и пойдет на перехай. Но чтобы мы ушли на перехай, нам нужно небольшие триггеры для роста. И это как раз у нас вот начало мая, заседание ФРС и обновление эфириума. Для того, чтобы мы пробили перехай, нам нужно ни много ни мало, буквально 16,5% роста по биткоину. Я думаю, что мы это увидим в этом цикле, потому как если мы не увидим, это будет просто очень плачевно. Альтсезона мы так и не видели. Итак, монетка Квант. Монетка Квант. Просили посмотреть монетку Квант. В одном из комментариев я видел, там писали про Квант. И Квант я, конечно же, за него писал. Говорил, что нужно его подбирать. Писал я был в телеге. Может быть такое, что в закрытом канале, может быть такое, что в открытом канале. Квант у меня есть, я его был
чуть-чуть прикупил с целью X2, но X2 для него будет, наверное, очень тяжеловато, очень тяжелый этот проект. Здесь у нас есть иксы, 87 иксов, 57 иксов. Может быть такое, что процентов 50 и можно его скинуть. На всех биржах он торгуется. Также здесь у нас есть инвесторы, 3 инвестора. Altmani, Антон Фартодо какой-то, ну, вот такой себе проект Квант. 81% монет в обороте, 1 миллиард монет. Ой, капитализация 1 миллиард. Чуть ли не сказал монеты. И вестинга у нас здесь нету никакого. Что касательно самого графика, то мы видим, в принципе, такой вот график на 30 минутке у нас здесь произошел рост. На дневке у нас здесь тоже пампалейла. Пампалейла. На дневке, на недельке у нас все это выглядит вот так вот. Все это выглядит вот так. Торгуется данный инструмент еще с 2021 года. Я помню, был запуск этого инструмента летом, потом его знатно укатали, здесь был памп, и здесь у нас есть такой вот, ну, можно сказать, нисходящий типа клин. Я думаю, что он будет у нас пробит в верхнюю часть, и мы уйдем в диапазон $165. В принципе, вот так вот. В принципе, вот так вот мы сюда сможем сходить. Посмотрим, за этим делом понаблюдаем. И если мы это все дело вот так вот откроем, мы можем увидеть то, что линия POC у нас в диапазоне $100. И здесь у нас будет сильнейший блок сопротивления. И как раз его здесь и видно. Желтые линии, это у нас продажи. Здесь у нас блок сильнейшего сопротивления. Даже мы видим, уже здесь реакция идет. Это все дело на продажу. Вот, в принципе, вот так вот. Что касательно кванта. В 2021 году он вышел, и здесь были небольшие иксы. Не все у нас инструменты после листинга дают сильнейшие иксы. 180%. И дальше мы укатались на медвежку, притом глубокую медвежку. Здесь у нас, смотрите, была коррекция на 91%. Просто глубочайшая медвежка. Я думаю, что если альт-сезон у нас будет, то мы, конечно же, в лучшем случае пойдем проторгуем этот ордер-блок. Тут у нас может будет еще какая-то проторговка. И в дальнейшем мы можем сходить где-то на перехай вот этого вот фитиля. Сюда вот по целям сходить. И дальше погрузиться на медвежку. В принципе, вот так вот. И если, конечно же, покупать квант, то тут будут небольшие иксы. 200% роста это просто ни о чем. Если с днища взять, то у нас тут, ну, 500% роста. Стоит ли рисковать на таком тяжелом активе, у которого капитализация $1 миллиард? Ну, не знаю, вам виднее, конечно. В принципе, вот так вот, что касательно кванта. Ну что, доминация у нас на своих хаях. Достигла она здесь ли пика или нет, никто не знает. Я думаю, что на этой недельке мы увидим небольшую коррекцию по биткоину. Ну и, конечно же, ожидаем выхода обновления эфириума. Может быть такое, что это будет триггер для дальнейшего роста криптоактивов, потому как эфириум это батя всех альткоинов. А обзор самого эфириума, в принципе, я закинул тот видос, посмотрим. Может быть, даже сегодня его после этого видео опять же закину. Вот, в принципе, вот так вот. Ожидаем. У нас остался только один триггер. Это обновление эфириума и заседание ФРС. Какие дальше будут новости подвозить, я не знаю. Вот интересный момент. Все новости у нас уже произошли в 2024 году, в начале 2025 года. Мы ожидаем дальнейший рост криптоактивов, а новостей нет. На тележке нам ничего не подвозят. Ну, только вот эти вот две новости, которые у нас произойдут буквально через пару дней. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи. Мирного неба.